Привет! В этом видео я расскажу, как можно попробовать решить проблему, если у вас жесткий диск не отображается в проводнике, то есть вообще никак, не помогают никакие действия. Вы подключаете жесткий диск в системном блоке, либо SSD диск, и он не отображается. И более того, если он даже не отображается через управление дисками. То есть бывают такие проблемы, когда жесткий диск не определяется даже вот здесь. В этом видео попробуем решить эту проблему. Эта проблема, если это видео поможет, если вы думаете, что у вас проблема с SATA разъемом на материнской плате, либо с кабелем SATA, либо с самим жестким диском. Либо если у вас наблюдаются такие симптомы, что два SATA порта работают на материнской плате, а два, либо остальные не работают. Либо какие-то SATA порты, к примеру, не работают на материнской плате, если вам так кажется по всем признакам. Бывает такое, что жесткий диск подключаешь в один SATA, он не работает. Переподключаешь его в другой SATA, он работает. Как можно решить эту проблему? Для этого нам потребуется зайти в BIOS. Поэтому выключаем компьютер. Для вашей материнской платы узнаем, как зайти в BIOS. Это чаще всего Dell, F3, еще какие-нибудь комбинации. Если у вас плата с чипом American Megatrends, то это точно Dell. И это видео будет особенно удобно. Если другие платы, то эти материнские карты, то узнайте, как зайти в BIOS, если вы еще не знаете. Итак, заходим в BIOS. У меня это при включении компьютера. Нажимаем Dell. Вот, зашли в BIOS наш. Это BIOS American Megatrends. Для китайских материнских плат у вас, скорее всего, будет точно так же все. Поэтому будет вообще удобно. Если у вас другая материнская карта, ничего страшного, тоже должно быть все понятно. Далее мы клавишами на клавиатуре влево-вправо перемещаемся в раздел Intel RS Setup, тот, который видите сейчас на экране. Далее находим что-нибудь похожее на PCH. У меня это PCH Configuration, у вас может быть так же, либо по-другому. Стрелками вверх и вниз выбираем значение, нажимаем Enter, чтобы зайти. И далее находим пункт PCH SATA Configuration. Опять-таки, на моей материнской плате это меню находится здесь. В вашей материнской карте, в вашем BIOS это может быть в другом месте, но в целом вам нужно найти SATA Configuration, что-нибудь похожее, как у меня PCH SATA Configuration. Нажимаем Enter, чтобы зайти. И далее здесь мы видим все подключенные диски, жесткие диски. И находим наш диск. У меня вот была проблема, которую я сейчас описываю, вот с этим Toshiba диском. Toshiba. Вот этот диск, он никак нигде не определялся. Ни в проводнике, ни в управлении дисками в Windows, ни в каких-либо программах. Но при этом здесь в BIOS он был определен, показан. Это уже говорит нам о том, что SATA кабель исправен и SATA разъем исправен. Значит, у нас проблема только лишь вот в этих настройках. Далее, для того, чтобы диск отобразился в проводнике, мы находим пункт Configure as eSATA. У вас стоит, скорее всего, Disabled. Меняем на Enabled. Нажимаем Enter и из двух вариантов выбираем Enabled. То есть вот, например, здесь другой порт,
здесь и SATA тоже стоит как disabled. То есть меняем этот параметр для нашего диска, который не виден. Меняем на enabled. Далее нажимаем Escape, чтобы выйти назад. Еще раз Escape, чтобы выйти назад. Нажимаем Save and Exit. И нажимаем Yes. Все, компьютер перезагружается. И после перезагрузки сразу же в проводнике мы обнаружим наш диск. Если он новый с магазина еще не был проинициализирован, соответственно, через управление дисками в Windows задаем том, букву, и тогда уже он будет в проводнике виден. Заходим в компьютер, и вот он, этот диск P Toshiba. Он у меня определился, но он уже полный, и, понятное дело, я показываю на примере диска, который уже определен, но в вашем случае он будет определен. Если здесь его нет, опять-таки, то заходим в управление дисками. Для этого нажимаем клавишу Windows и X. Находим управление дисками. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши. Создать простой том. Далее. Выбираем какую-нибудь букву, которой нет здесь. Форматируем. Идет форматирование, и все. И в проводнике у нас вот он отобразится.